Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, садоводы и огородники. Прошло примерно 2 недели, моя рассада, как вы видите, подросла. Это продолжение сериала о выращивании рассады из свежих семян, взятых из плода, из помидора, который я купил в одном из супермаркетов Московской области. Вы можете посмотреть первые ролики, я там все подробно показываю, рассказываю. Ну и посмотрите, какие хорошие сейчас уже можно сказать, что это рассада молодая. Вот у нее же вырос, как вы видите, настоящий листочек появился. То есть пора пересаживать из этого лотка, где ей становится уже тесновато, в отдельные емкости. Напомню вам, что сейчас вторая половина февраля. Нахожусь я в Московской области. Это рассада томата сорта Кумата, который продается у нас в это время практически в любом продуктовом магазине. Свежие плоды. И вот такая вот сейчас выглядит рассадка. Смотрите, красивенькая. Можно сказать, что она чуть-чуть вытянутая. Но это не страшно. Естественно, она у меня стояла под досветкой, под лампой. И несмотря на то, что вот она досвечилась в течение практически 12 часов с 8 утра до 8 вечера, рассада все-таки чуть-чуть переросла. Но это не беда, потому что все-таки я ее выращиваю в условиях квартиры, загородного дома, при не совсем благоприятных условиях, с низкой влажностью, ну и так далее, в общем. Ну и к тому же этот сорт томатов индетерминантный, поэтому любая рассада индетерминантных томатов, она выглядит всегда немножко вытянутой, потому что это особенности вот роста такой рассады. У них длинные междоузлия, поэтому пугаться этого не стоит. К тому же я вам сейчас покажу прием, который позволит данную рассаду, ну, скажем так, сделать из нее в дальнейшем такую крепкую приземистую рассаду. Главное правильно посадить. Сегодня я вам покажу, как я это делаю и во что я буду сажать. Так как очень ранние сроки, я надеюсь, что уже в июне я, возможно, получу с данных растений, которые я вам сейчас показываю, первые плоды. Ну, не знаю, как получится, загадывать не буду, потому что сроки очень ранние. Основную рассаду я еще только планирую посадить в первой половине марта. Ну, а эту сейчас будем пикировать и пересаживать в отдельные емкости. Перед пересадкой, или пикировкой еще можно назвать, я немного полью растения, чтобы корешки меньше травмировать, меньше они чтобы ломались, потому что в любом случае какая-то часть корешков при выемке побегов, точнее при выемке рассады из этой емкости, естественно, поломается. Вот такие я приготовил емкости 2-литровые. Это горшочки из Фикс Прайса. Я их уже подписал. Вот видите, белым маркером, чтобы было хорошо видно. Сорт Кумата. И обратите внимание, наполнены они землей всего лишь наполовину. То есть сейчас здесь ровно 1 литр земли. Такой большой объем нужен для того, чтобы все-таки вырастить хорошую крепкую рассаду и в мае пересадить ее в теплицу, где она продолжит свой дальнейший рост. Нужен большой объем земли. Уже в маленьких стаканчиках не получится вырастить хорошую крепкую рассаду. А вот половину грунта, почему именно не полный вот этот объем грунтом заполнил, не все 2 литра, а только половину, это для того, чтобы в дальнейшем сюда постепенно добавлять землю. На стебле будет образовываться дополнительные корешки. Это замедляет рост томата и стимулирует более раннее плодоношение. Это все, конечно, в совокупности работает. Это я показывал на своих прошлых видео, как это правильно делать. Ну и сегодня я вам еще покажу вот в такой большой емкости. По грунту здесь обычная покупая земля на основе торфа, но видите, вот белые такие здесь крупинки, добавлен агроперлит. Агроперлита примерно добавлено, ну, немного, может быть, от 3 до 5% общего объема грунта. Он нужен для того, чтобы разрыхлить грунт и чтобы в нем дольше удерживалась влага.
Итак, давайте приступим к посадке томатов в отдельные емкости. Вот смотрите, у меня сейчас вам сразу покажу приготовленный вот в таком вот поддоне. Пластиком будет все находиться. Естественно, потом все это будет поставлено под лампу освещения. Это очень удобно. Этот поддон также куплен в магазине Fix Price. В каждую емкость я добавлю по 1 чайной ложечке вот такого долгого удобрения. Это Осмокот Экзакт. Здесь есть маленькая ложечка, как раз рассчитанная на такой объем, на 2 литра. Вот добавляем по 1 ложечке. Это долгоиграющее удобрение. Много его не нужно, так как грунт у меня уже заправлен комплексным удобрением. Но для того, чтобы в дальнейшем растения не испытывали голодание по основным макро- и микроэлементам, я все-таки добавлю вот это вот удобрение, которое рассчитано и предназначено для контейнерных растений, в том числе цветочных культур, таких как гортензии, которые выращивают в закрытом объеме. Вот такого удобрения хватает обычно на полгода, если вы добавите его, скажем, при посадке в емкость. Также его можно использовать, конечно, и при посадке растений в открытом грунте. Это не реклама, вы можете пользоваться любым другим аналогичным удобрением, которое будет ничуть не хуже и не лучше, чем данное удобрение. Итак, приступим к пикировке. Для начала я возьму вот такой маркер и сделаю в центре емкости просто углубление, в которое я буду помещать рассаду. Протыкаю прям до самого дна, и получается достаточно широкое углубление, в которое хорошо поместится растение. Беру ложечку чайную, можно пользоваться вилкой, кому как удобно, и аккуратно вот так вот поддеваю растение. Можно брать за листик аккуратно. Стараться надо, конечно, не повредить растение, не повредить корешок. Но вот здесь достаточно хорошо развитая корневая система. Вот такое вот растение. И помещаем его, опять же, чтобы не загнулись корни, нужно вот так вот чуть-чуть тряхнуть. И потом просто слегка обжать грунтом. Вот получилась такая посадка. Сейчас я остальные тоже посажу растения и покажу вам уже результат, что в итоге и что нужно сделать дальше. Я выбираю самые сильные растения, самые хорошо развитые. То есть провожу такой искусственный отбор. Вот видите, здесь вот, смотрите, вот такое растение я брать не буду. То сразу берем, отделяем. А вот это растение я, конечно, возьму. Смотрите, какой хороший побег. Все, корневая. И его аккуратно помещаю в емкость. Растение практически до семидольных листочков заглубляется в грунт. Вот таким образом. Вот что получилось в итоге. Смотрите, поближе вам сейчас покажу. Практически по самые семидольные листочки растения заглублено. Это на некоторое время сдержит рост томата. Естественно, что растение нужно будет поставить на дополнительную досветку, потому что сейчас еще света, естественно, от окна очень мало. Световой день еще короткий, недостаточный, поэтому буду досвечивать примерно еще в течение месяца. Ну и, конечно, нужно немного полить рассаду. При поливе можно добавить в воду стимулятор роста. Это может быть ипин, это может быть циркон, это может быть любой другой аналогичный препарат, который снимает стресс у растения после пикировки, после пересадки.
желательно такой препарат, конечно, добавить. Если у вас такого нет в наличии препарата, ничего страшного, поливайте просто комнатной температуры водой отстойной. Если у вас скважина или колодец, то можно и не отстаивать, просто немного нагреть воду до комнатной температуры и поливать. Можно использовать талую воду, конечно, но, естественно, доведя ее до комнатной температуры. Вот холодный полив холодной водой не рекомендую проводить, потому что в этот период растения могут из-за низкой температуры подвергнуться корневым гнилям. За этим надо пристально следить. Ни в коем случае не переливать растения в данный период. Почва в емкостях должна быть лишь слегка увлажнена. Температурный режим, при котором я буду выращивать данное растение, будет примерно около плюс 18, плюс 20 градусов. Естественно, будет досветка в течение 12 часов и умеренный полив. Подкормки уже проводить не буду, так как я внес все необходимые макро- и микроэлементы в виде гранулированного минерального удобрения. Всем большое спасибо за просмотр. Хороших вам урожаев!